Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у меня очередной обзор бусин и фурнитуры с сайта AliExpress. Вот такая у меня сегодня палитра цветов интересная. И начинаю, как всегда, я с бусин. Очень понравился мне такой необычный цвет. Ну, наверное, серо-голубой такой оттенок. И все бусинки ровные. Нет бракованной. Все идеальные. Вот две одинаковые бусинки. Очень похожие. 10 миллиметров. Посмотрите, какие красивые. И мне очень понравился этот цвет. Так, следующие бусинки, это написано, что натуральный коралл красный. Ну, конечно же, это, наверное, подкоралл. Я не знаю, что это за материал, конечно. Но они похожи на каменные, не пластмасски. И вот такие. Немножко он на камеру светлее цвет. Но у меня на руке он чуть-чуть потемнее. Тоже 10 миллиметров. Такие красивые бусинки под коралл. Вот такой хороший цвет. Можно украшение сделать цветочное. Такой спелый цвет какой-нибудь ягоды. Таких две ниточки взяла, так как мне нужно было именно такой цвет. И как я вот наблюдаю, что мне кажется, одна ниточка посветлее, другая темнее. Видно, да, даже на камеру. Матовые бусинки, но цвет такой сиреневый, нежный. Не такие классные бусинки. В руках приятно держать. И цвет приятный. Тоже 10 миллиметров все бусинки в этот раз. Вот такие бусинки. Это розовый опал. Я такие уже покупала и делала украшения. И сочетала, по-моему, с агатом. И неплохо смотрелась в украшении. Еще решила такую же ниточку прикупить. Нравится мне этот цвет. Нежно-розовый такой. И вот как видите, где это точечка черная. Как будто глазик на бусинке. Да? Можно поставить где-нибудь такую бусинку. Глаз. И уже даже бровь есть. Красивый цвет. Есть вот такая бусинка. И я решила еще такие купить. Это зеленый нефрит, как написано у продавца. Это бусинки граненые уже. Мелкие такие грани. И сразу бусинки по-другому выглядят. Сразу переливаются, сверкают. И такие бусинки я уже покупала ранее. 10, по-моему, 8-6 миллиметров. И отличались по цвету, так как 10 миллиметров такой насыщенный цвет зеленый. А 8 и 6 миллиметров были посветлее. Но мне нужен именно такой темный насыщенный цвет. И это только, по-моему, 10 миллиметров. Хороший такой, мне нравится зеленый насыщенный цвет. Я делала украшения, как я уже не раз говорила, с фиолетовыми бусинками. Очень красиво смотрится. Так, и следующие бусинки вот такие яркие, желтые, красивые.
Это граненые, как вы видите, тоже мелкие-мелкие грани, и поэтому так переливаются бусинки. Цвет такой же, как и у меня в руках. Очень красивый цвет. Написано, что это камень, ну а какой, я уже не знаю, какой это камень, там не написано. Просто я выбрала из-за цвета. Таких у меня еще нет бусин. Ну и, конечно, мне теперь хочется и в других размерах такие бусинки. Такое солнечное украшение можно сделать. Например, даже красиво смотрится с зеленым. Ну, надо подумать, с какими в украшении. С белым цветом тоже будет красиво, я думаю. Вот такие красивые все бусинки, очень понравились. Ну и начну сейчас показывать фурнитуру. 3 пакетика вот так приходит. Это один магазин. Я уже вам показывала, знакомила с этим магазином. В этом магазине очень большой ассортимент шапочек. И я еще подкупила. Идут посылки. И сейчас посмотрим, что я в этот раз выбрала. Это шапочки. 100 штук. Здесь, как всегда, все подписано. Такие шапочки я уже покупала, только бронзовые. Но немного отличается форма самой шапочки. Я уже посмотрела, более круглая. Ну а эти немного другой формы. Цвет мне понравился. Такой ярко-желтый цвет. Можно сочетать шапочки с бронзовой фурнитурой. Эта бусина у меня 12 миллиметров. И сейчас посмотрим 10 миллиметров. Вот так они смотрятся на бусинках. Классные шапочки. Очень красивые. И вот такой ободочек идет, как косичка. 8 миллиметров шапочки. Такие красивые. Тоже шапочки, 50 штук в комплекте. Здесь уже бронзовые. Я очень хотела такие шапочки. Мне нравится форма. Вот видно, как снежинка. И они смотрятся красиво на бусинках. Эта бусинка 12 миллиметров. Посмотрите. Ой, улетела сейчас другую. Посмотрите, как смотрятся они здорово. Вот такие, как лапки. И вот на бусинке 10 миллиметров. Тоже красиво смотрится. Ну, на 8, наверное, уже я не буду надевать. Вот еще у меня есть 14 миллиметров бусинка. Тоже, наверное, будет красиво. Да, можно также и поставить на 14 миллиметров. Жаль, что так мало, 50 штук. Но все равно можно где-то поставить. Тоже понравились. И вот такие 2 колпачка, по 2 штучки они продаются в этом магазине. Я такие уже покупала с покрытием золота. Я такие тоже выписывала, но они мне не пришли почему-то. И в этом магазине я увидела 2 штучки. Думаю, надо взять, посмотреть, что это такое. Здесь не написано, что это покрытие какое-то там супер-пупер. Не знаю даже, что это за металл. Но я их хочу применять как укрывные шапочки. Прятать крепления. Мне нужны были именно под серебро. И я уже не раз применяла золотые такие. Хорошо все скрывается. Крепление, можно тросик, можно даже и мемори проволоку спрятать. Не знаю, что это, конечно, за покрытие, но я думаю, что они не будут темнеть. Это я так думаю. Надо где-то их поставить, и уже время покажет. Ну, блестят красиво, конечно. Посмотрим. Еще выписала вот такую вот филигрань.
Вот так упаковано в пакетике, потом вот в таком пакетике. И сейчас покажу, что это такое за красота. Очень мне понравилось. Посмотрите, какая красивая филигрань. Сейчас я, наверное, покажу поближе. Здесь 10 штучек идет вот в наборе. Здесь есть лицевая сторона и оборотная. Вот это лицевая. Посмотрите. Здесь, как видно вам, цветочки. Не знаю, не видно, наверное, да? Вот так видно цветочки. Прорисовано все так четко, аккуратно и блестит. Вот такая красивая филигрань. Здесь видно вот такие отверстия. И я думаю, пришить где-нибудь в кулон или брошку сочинить можно. Здесь тоже можно пришить что-то, бисер какой-нибудь. И здесь, и в серединке оставить вот такой рисунок. Не крупную, какую-нибудь брошь или кулон, чтобы вот эти цветочки оставались на виду и не прятать их. Она очень тоненькая и гнется. Можно согнуть, придумать какую-нибудь форму даже. И в этом магазине очень большой выбор таких филиграней. 3 сантиметра. И посмотрите, какие красивые. Если вам нравится, посмотрите, зайдите в магазин. Большой выбор таких разнообразных филиграней. Не знаю, конечно, из чего это. Будет ли темнеть металл. Вот такая красота. Очень понравились они мне. Следующий это подвески. 10 штук в комплекте. Давно я тоже на них обратила внимание. И в этот раз я решила их прикупить, так как была хорошая цена. Мне нравится то, что они медного цвета. И такая патина цвета голубого. Не зеленого, а голубого. Я уже делала украшения не с такими подвесками, а морская тема была. И мне очень нравится такой оттенок. Вот так с обратной стороны выглядит подвесочка. Здесь уже есть вот такая петелька. Можно сразу крепить на мемори проволоке. И хорошо, сейчас покажу, с какими бусинками можно сочетать. Вот такие голубые-голубые у меня есть бусинки. И посмотрите, как хорошо подходит по цвету. Так понравилась мне эта цветовая гамма. И поставить 3 таких подвесочки. Одна как бы маловатая по размеру, мне кажется, с такими крупными бусинками. А 3 поставить очень будет классное украшение. И размер вместе с петелькой 27, а без петельки 24 миллиметра. И 10 штучек вот идет в комплекте. Следующее это вот такие квадратные соединители. Здесь даже написано 110 штук в комплекте. Вот можно их соединить восьмерочками, колечками, сделать с цепочкой, соединить. Вот такие вот красивые квадратные бусинки. Можно сказать и так. Посмотрите. 12 миллиметров на 12. Можно их много куда поставить. Можно даже и в подвеску, в кулон пришить между фетром и кожей. И будет такая, как петелька, чтобы подсоединить что-то. Или вот можно серьги подсоединить. Здесь бусинку, и уже такой элемент красивый будет в серьге. Или цепочку, в цепочку применить такие квадратные элементики. Понравились они мне. Посмотрите, как много, 110 штук приходит в наборе. Это колечки неразъемные, 60 штук вот в комплекте. Они не раскрываются и вот такие овальненькие, толстенькие, причем тоже можно применять их по-разному. И для кулона пришить как колечки, чтобы потом подсоединить карабинчик. Можно восьмерочками соединять такие детальки. И можно в серьги тоже пустить такие кольца.
Много можно придумать. Забыла сказать, такие квадратные были в разных цветах. Можно выбрать, какой цвет вам нужен, например. Вот такая у меня сегодня была распаковка интересная. Очень понравились мне филиграни. Посмотрите, какие варианты есть в магазине. Очень разнообразные. Если вам что-то приглянулось, ссылки, как всегда, под видео. Заходите, смотрите. Если вам что-то понравилось, поставьте мне пальчики. Пишите комментарии, будем общаться. Не забывайте подписываться на Яндекс.Дзен. Много интересного впереди у меня. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч!